В классической архитектуре практически все буквально держится на колоннах. Вообще, грамотнее будет называть это не колонной, а ордером. Колонна является лишь составной частью ордера. Всего их три: пьедестал, собственно, колонна и антаблемент. Все это вместе называется ордером. Ордер является основной частью классической архитектуры. Он задает масштаб и ритм всему зданию, а также влияет на его характер и общее восприятие. Для понимания, вот темы, где необходимо знание ордеров и где можно обойтись без них. Кроме того, просто зная ордерные пропорции, вы уже сможете строить не так, а вот так. Три части ордера – пьедестал, колонна, антаблемент – также делятся на три составляющие. Пьедестал состоит из базы, стула и карниза. Он встречается не всегда, иногда ордер начинается сразу с колонны. Ордер без пьедестала называется неполным. Колонна состоит также из базы, стержня и капители. На колонну обязательно ставится антаблемент, и три его части — это архитрав, фриз, карниз. Пропорции ордеров записываются в модулях. Один модуль — это радиус основания колонны. Для логичности в Майнкрафте назовем это половиной ширины колонны и обозначим буквой М, а саму ширину обозначим буквой D. В Майнкрафте оптимальными являются ордера с шириной колонны от одного блока до 3. Заметка реальной архитектуры. Модуль также делится на парты. В зависимости от трактата число парт в модуле отличается. У Виньолы, например, в модуле 12 или 18 парт, в зависимости от ордера. Итак, перейдем к обзору ордеров. Для каждого из них я подготовил лист с пропорциями, которые есть в Телеграме, а на Бусти я выложил целый набор со всеми типами ордеров в разных размерах, которые вы можете скачать. Буду благодарен, если вы подпишетесь и поставите лайк. Всего существует 5 видов ордеров, а именно тосканский, дорический, ионический, коринфский и композитный. При желании, конечно, можно отдельно рассматривать греческие, римские и ордера Возрождения, но это удел историков архитектуры. Тем более, что больше всего от своих собратьев отличается греко-дорический ордер. Тосканский ордер является самым простым внешне и самым грузным пропорционально. Он единственный из ордеров, который не имеет отношения к античной Греции. Зародился в этрусской архитектуре, которая предшествовала Риму. Из-за его грузных пропорций тосканский ордер иногда ассоциируют с образом старика. Он подойдет, если вы хотите лаконичную постройку. Его грузные пропорции подойдут для некрупных зданий, где возникает желание подчеркнуть аскетизм, стремление к простой красоте и практичности. Как вы видите, в нем нет каких-либо декоративных элементов, поэтому его очень легко построить. Рассмотрим это на примере колонны шириной 2 блока. Пьедестал сделаем 5 блоков, колонну 14 блоков, а также антаблемент в 4 блока. Дорический ордер – один из самых древних. Он зародился в Древней Греции у племени дорийцев. Согласно легенде, основой его пропорции стала мужская стопа, поэтому дорический ордер ассоциируют с мужчиной. Он будет актуален для тех построек, в которых вы хотите сохранить спокойный ритм и подчеркнуть строгость, в том числе передать сдержанное величие. А ассоциации с ордером тонкой нитью позволят отметить маскулинность. Таким образом, например, дорический ордер подходит для военных зданий, где строгость и величие нередко идут рядом. Главной особенностью этого ордера является антаблемент, который состоит из триглифов и метопов. По пропорциям же дорический ордер чуть больше тосканского, и если строить его шириной 2 на 2 блока, то получим пьедестал 5 блоков, колонну 16 блоков и антаблемент в 4 блока. Ионический ордер возник чуть позже дорического в греческой области Ионии. Древние греки ассоциировали его с женской грациозностью, так как его основой уже стала женская ступня, поэтому нередко этот ордер называют женским. Характерной особенностью является капитель с валютами, которые древние греки ассоциировали с женскими кудрями. Ионический ордер задает возвышенный, грациозный ритм зданию, подчеркивает изящество и нежность. Он не создает впечатления давлеющего величия, при этом выглядит необычно и выразительно. Таким образом, он подходит для артистичных, импозантных зданий, где строгость сменяется свободой и легкостью. Например, это могут быть театры, оперы и другие постройки, где не нужна лаконичность, но и не хочется помпезной торжественности. Чтобы построить ионический ордер шириной 2 на 2 блока, сделаем пьедестал 6 блоков, колонну 18 блоков, а также антаблемент в 5 блоков.
Каринский ордер, пожалуй, самый сложный из всех. Его характерной чертой является капитель, которая больше, чем у других. Она богато украшена и наделена множеством деталей. Пропорции у него легкие, изящные. Он самый высокий и детализированный из ордеров. Благодаря своей детализации он лучше всего подходит для крупных масштабов, так как в них его капитель только выигрывает от большей детальности. Будет удачно смотреться там, где вы хотите передать величие, торжественность, богатство. Например, он подойдет для храмов, дворцов, государственных сооружений. Каринский ордер шириной 2 на 2 блока будет выглядеть так. Сделаем пьедестал 6 блоков, колонну 20 блоков, а антаблемент в 5 блоков. Композитный ордер повторяет пропорции коринфского. Отличие заключается в капителе, которая является сочетанием ионической и коринфской капителей. Так как отличие с коринфским ордером заключается только в капителе, мы можем повторить построение, сохранив размеры. Сделаем пьедестал 6 блоков, колонну 20 блоков, а антаблемент в 5 блоков. На самом деле, те 5 ордеров, которые я описал, опираются на труд Виньолы, и это лишь вершина айсберга. При желании можно отдельно описывать греческие и римские ордера, или вовсе делить их в зависимости от архитектора. От трактата к трактату отличаются пропорции, формы, детали. Касательно изменения пропорций, можно привести пару конкретных примеров, которые можно встретить в классических зданиях и разных архитектурных трактатах. Если обратить внимание, то видно, что размеры колонн отличаются незначительно. Больше всего разнообразия в пьедестале, меньше в антаблементе. Кратко, пьедестал можно уменьшать, антаблемент увеличивать. Но нам важно понять, что не существует одного правила – ГОСТа по ордерам. Ваши ордера могут и должны отличаться в деталях, декоре, ритме. Спасибо за просмотр! Не забывайте поддерживать проект подпиской на Boosty. И спасибо тем, кто уже поддерживает проект. Он существует только благодаря вам.